Друзья, всем привет! Каждый из вас когда-либо покупал кролика, но оставался недоволен покупкой, так как кролик впоследствии оказывался либо больным, либо хромым, либо с каким-нибудь недостатком. В этом видео я расскажу, на что обратить пристальное внимание при покупке кролика, чтобы впоследствии быть не разочарованным в новом приобретении, а недобросовестным продавцам не удалось нажиться на вашей неопытности. Погнали! Как мы обычно привыкли покупать кролика. Продавец выносит вам кролика, мы видим, что это милое создание. Все, мы его берем. Но именно здесь кроется вся опасность. Так категорически покупать кролика не стоит. Запомните простую истину. Пока вы за него не заплатили, вы можете кролика осмотреть вдоль и поперек. Как только вы отдали деньги, за вами сзади захлопнулась дверь, и вся ответственность лежит на вас. Вы приезжаете домой, и у него вылазит какая-нибудь болячка, либо травма, либо еще что-нибудь. Но, к сожалению, продавец уже недоступен. Ну а теперь я расскажу вам, на что обратить внимание, куда посмотреть. Все расскажу, все покажу, чтобы в дальнейшем у вас таких ситуаций не было. Сейчас я вам расскажу и покажу, на что стоит обратить пристальное внимание при покупке кролика. Вот передо мной кролик. Берем, переворачиваем и смотрим у кролика лапки. Если кролик содержался в достаточно хороших условиях, лапки у него будут чистые. Если условия были нехорошие, лапы будут мокрые, либо сильно грязные. А у более взрослых особей при нехорошем содержании вылазит пододерматит. Да, это, конечно, все лечится, это не такая серьезная болезнь, но оно вам надо заниматься лечением. Вы покупаете кролика для того, чтобы разводить, а не для того, чтобы лечить. Далее смотрим ушки. Заглядываем вовнутрь. Снаружи как бы не видно, да, вроде висят ушки, либо ушки стоят, ничего не предвещает беды, а именно внутри кроется вся опасность. Это ушной клещ. Заглядываем прям вовнутрь. Практически под самую раковину. Ушки абсолютно чистые. Смотрим второе ушко. Ну-ка покажи ушко. Второе ушко тоже чистое. Значит, ушного клеща у него нет. Ушной клещ очень заразный. Он передается как на одежде, через человека к животному и наоборот. Ну и также от кролика к кролику. Далее смотрим глазки. Чтобы глазки не слезились, чтобы глазки не гноились. Что у нас, чистенькие глазки? Глазки чистенькие. Давай второй глазик посмотрим, покажем. Чистенькие глазки. Далее мы смотрим носик у кролика. Чтобы под носиком все было сухо. У кролика сухо, значит, у кролика нет ничего. Еще один способ проверить, если у кролика сопли, это берется кролик, переворачивается и слушается дыхание. Если дыхание ровное, без каких-либо, ну как назвать, хрипов, без каких-либо хрипов, значит ринита и соплей у него точно нет. Если вы услышали такие хрипы, значит стоит задуматься, брать такого кролика или нет. Далее у кролика смотрим зубы. Многие не обращают на это внимания, но у более взрослых кроликов 4-5 месяцев вылазит такая болезнь, как малокклюзия. Заглядываем в ротик. Верхние и нижние зубки у него ровные. Отсутствует малокклюзия, значит кролик здоров. Заглядываем под шейку. Даже можно пощупать. Есть такая болезнь, особенно у маленьких кроликов, это мокрец. И кролики могут просто от нее умереть. Также от ненадлежащего содержания кроликов. Ну, у этого кролика все чисто, посмотрели, все хорошо. Далее мы смотрим шерсть. Шерсть должна у кролика быть гладкая. Шерсть не должна быть вот такой вот, как у ежика, взъерошенная. Если шерсть вот такая, взъерошенная, значит кролик болел, либо у него присутствует кокцидиоз. Такого кролика, не стоит брать. В принципе, это все лечится, но, как я уже сказал, вы покупаете кролика для разведения, а не для лечения. Проводим рукой по позвоночнику. Позвоночник должен чуть-чуть прощупываться. Если позвоночник чувствуется очень хорошо, значит кролик мало получал еды. Значит, либо он заморенный, либо на нем экономили на корме. Поэтому его, конечно, можно откормить, но получится ли из него какой-то племенной материал, тут тоже
50 на 50. Ну, я бы тоже воздержался от покупки такого кролика. Ну и наверняка, если вы приехали либо за мальчиком, либо за девочкой, нужно проверить, кого вы покупаете. Мало ли, что вам говорит продавец, что это 100% мальчик или 100% девочка, и вы не проверяя увозите, через какое-то время приходит время, вернее, ее случать, либо самца, либо самку, и оказывается, что вместо самки вы приобрели самца. Лично могу сказать, у нас был такой опыт, взяли маленького, доверились продавцу, он сказал, что это девочка, посидела она у нас, пришло время ее случать, и в итоге, а это мальчик. Поэтому берем кролика и смотрим, что, о, это пацан. Вот, это мальчик. Поэтому обязательно смотрим, кого вы покупаете. Доверяй, как говорится, но проверяй. Ну вот, пожалуй, все, что хотел я вам рассказать о том, как правильно подбирать здорового кролика. На что обратить внимание, куда посмотреть, куда заглянуть. Поэтому, прежде чем покупать кролика, отдавать деньги, осмотрите, посмотрите внимательно, выбирайте себе здоровых кроликов, чтобы у вас потом не было никаких проблем. И все будет круто. Пока-пока. Чуть не забыл. Когда вы приобретаете кроликов, не стесняйтесь, попросите у продавца немножко корма, чтобы вам более плавно перейти на тот корм, которым кормите вы, и ваш кролик легко перенес стресс. Ну а на этом теперь точно все. Все будет круто. Пока-пока.